Три задачи. Первая – превратить вымышленные заметки в чек-лист. Вторая – подготовить пост для публикации. Третья – разобрать реальную выписку пациента. Первая получает зеленый свет, вторая – желтый, третья – красный. Сейчас покажу 5 вопросов, по которым можно поставить этот цвет до того, как вы что-либо отправили в чат с искусственным интеллектом. Меня зовут Алексей Гордеев, я врач, заведующий, и на канале рассказываю о практическом применении искусственного интеллекта без идеи, что нейросеть заменит врача. В основном выпуске выходного дня мы разобрали 5 предохранителей для искусственного интеллекта. Сегодня соберем из них один инструмент – светофор задачи. Первый вопрос. Есть ли в исходнике данные пациента или другой реальный чувствительный материал? ФИО, диагноз, анализы, выписки, назначения, сканы, записи из МИС – это красный свет. Не сначала загрузим, потом обезличим, а стоп до передачи. Для учебного примера создаем отдельный, полностью вымышленный материал. Второй вопрос. Просим ли мы искусственный интеллект принять решение с юридическими, медицинскими или другими серьезными последствиями? Если да, красный свет. Искусственный интеллект может помочь со структурой вопросов или черновиком общего чек-листа, но окончательное решение принимает человек, и ответственность остается у него. Третий вопрос. Результат выйдет наружу или что-то изменит? Пост, письмо, изменение настройки, доступ, платеж, удаление файла, желтый свет. Искусственный интеллект может подготовить черновик, действие останавливается перед отправкой и ждет подтверждения человека. Четвертый вопрос. Можно ли проверить результат по исходнику? Если у нас есть нейтральный текст и понятный формат, например, из 4 вымышленных заметок собрать таблицу без добавления новых фактов, это зеленая зона. Если источник неизвестен, а результат звучит уверенно, задача становится как минимум желтой. Сначала нужен источник и ручная проверка. Пятый вопрос. Какой минимальный доступ нужен? Если задача решается одним фрагментом вымышленного текста, искусственному интеллекту не нужен доступ ко всему диску, почте, чатам и рабочим папкам. Чем шире доступ, тем выше риск. Теперь проверим 3 примера. Пример первый. Из 5 вымышленных организационных заметок сделать черновик чек-листа. Отсутствующие факты не придумывать. Нет данных пациента, нет клинического решения, наружу ничего не отправляется. Результат сверяется по 5 строкам. Доступ только к этому тексту. Зеленый свет, можно готовить черновик. Пример второй. Подготовить пост о новом выпуске и сразу публиковать его. Сам текст может быть безопасным, но публикация выходит наружу и влияет на репутацию. Поэтому эта задача в желтой зоне. Искусственный интеллект готовит черновик, человек проверяет факты, формулировки и ссылку, затем отдельно подтверждает публикацию. Пример третий. Загрузить реальную выписку и попросить решить, что дальше делать. Здесь сразу 2 красных сигнала. Данные пациента и клиническое решение. Реальную выписку не отправляем в обычный публичный чат с искусственным интеллектом. Для медицинских данных используются только разрешенные организации, защищенные системы и установленный порядок работы. Важно, что цвет относится не к названию инструмента, а к конкретной задаче. Один и тот же чат может получить зеленую задачу, оформить вымышленный список, и красную, разобрать реальный документ пациента. Нельзя один раз назвать сервис разрешенным и после этого перестать проверять вход. Иногда цвет можно снизить, изменив задачу. Желтая формулировка. Подготовь письмо и отправь его всей команде. Более безопасная версия. По этому вымышленному тезисному плану подготовь черновик письма. Ничего не отправляем, неизвестные факты, пометь для проверки. Внешние действия убрали, доступ ограничили, результат оставили черновиком. Но человек все равно проверяет, кому отправляется письмо, а также факты и тон текста. Красную задачу с реальной выпиской нельзя сделать зеленой просто фразой «убери фамилию». Просто удаление фамилии недостаточно. В документе остаются даты, редкие детали, номера и медицинский смысл. Для обучения создаем новый вымышленный пример с нуля, а не пытаемся переделать реальный документ. Важно, зеленый цвет не означает полностью безопасно. Он означает, что задача ограничена, построена на вымышленном материале, результат можно проверить, и он остается черновиком. Ошибка все равно возможна, поэтому результат всегда читает человек. Перед началом можно записать решение одной строкой. Цвет зеленый, причина, вымышленный материал, ничего не отправляется и не публикуется. Результат сверяется с исходным текстом. Или цвет желтый, причина, текст выйдет наружу, требуется ручное подтверждение. Такая короткая причина важнее самого цвета. Она показывает, какой именно риск мы увидели и что должно измениться. Сохраните карточку из 5 вопросов. Данные, решение, отправка, проверка, доступ. Если хотя бы один ответ не ясен, не спешите нажимать отправку. Сначала уточните задачу или поднимите ее в желтую зону. Полный выпуск о 5 предохранителях искусственного интеллекта уже вышел. Ссылка рядом с этим видео и в описании. А свою следующую задачу попробуйте сначала не сформулировать для искусственного интеллекта, а просто покрасить одним из 3 цветов. Зеленым, желтым или красным. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.